Добрый день. Скажите, пожалуйста, а какой комитет вы возглавляли с 98 по 2000 год? Я в 99-м комитет вкладчиков АКБ СБС Агро. А в 98-м у нас была просто инициативная группа, которая помогала гражданам. А потом она переросла, естественно, люди там зарегистрировали ее в Минюсте, в управлении юстиции. Но это требовалось все, как же, в 99-м. Ну, а потом, так сказать, я возглавил это. То есть документы были переданы мне, документы, печать, все учредительные, я имею в виду. И я возглавил это. То есть дальше уже до 2000 года я вел этот комитет вкладчиков. А Банк Минотеп туда как-то входил? А Банк Минотеп, понимаете, я уже объяснил, что Банк Минотеп, он со всеми рассчитался. Проблем никаких не было. То есть, как только был снят мораторий на удовлетворение требований, вот я показывал, прокурор, правда, недоволен, что я копию показал вот, правительственной схемы 7 телеграммы о том, что снимается мораторий. Ну, это известный документ, он как бы в журнале Вестник Банка России, он там публикуется. Но у нас, естественно, копия, у нас даже, если в Вестнике без подписи Козлова печатается, то у нас даже, вот видите, какой мы достали ксерокопию с подписью Козлова, покойного ныне. Сергей Григорьевич, уточните, пожалуйста, какое отношение Банк Минотеп имел к банку СБС Агро? Он был учредителем СБС Агро, одним из учредителей. Ясно. И вы говорите, что все обязательства перед вкладчиками были выполнены? Да, Минотеп все перед своими вкладчиками он все выполнил. А так, якобы, я вот сейчас узнал, что, это Платон Леонидович сказал, что якобы все долги были, то есть перед которые Минотеп, он простил, то есть СБС Агро, то есть учитывая положение тяжелое, я не знаю почему, но он якобы СБС Агро все простил. Правда, это мне не было известно, только сейчас вот вроде бы что-то проскользнуло. Вы побывали на процессе сейчас, можете сказать ваши ощущения как свидетеля и, если можно, хотя бы ваши впечатления как зрителя? Это просто палата номер 6. Больше у меня, вот я обычно так говорю, что сами вы знаете, что такое палата номер 6, но даже не цирк. Цирк еще там, так сказать, а тут у меня даже, нет слов. Я просто такую эмоциональность, одного только прокурора. Так вроде другие-то тихо ведут себя нормально. Может быть, я не знаю, было что-то и с их стороны, но один очень вот такой уже прям, я не знаю, он точно чего-то у него с психикой не то, мне кажется. Так, это мое мнение, что как бы, может, провериться ему надо немножко. Уж очень прям прыгает, весь трясется. Вы можете сравнить позиции по поведению Минотепа с вкладчиками и позиции поведения, например, других банков с такими же вкладчиками? Что-то общее было или все-таки разница чувствовалась? Вы знаете, я не был вкладчиком банка Минотеп, поэтому разницы я видел вот только одну, что значит сначала вкладчики Минотеп хлынули в суд, потому что Дубининская, где вот был Минотеп зарегистрирован, это относится к юрисдикции Замоскворецкого суда. И СБС Агро тоже юрисдикция Замоскворецкого суда. Поэтому мы там встретились. Так как бы. До этого, конечно, были все разрознены, кто мы не встречались. А вот тут как раз встретились. И потом все эти вкладчики как бы исчезли. Все, их были требования, значит, удовлетворены каким-то. То есть они уже судиться не приходили. Сергей Григорьевич, последний вопрос, наверное. Вы говорили, что следите за ходом этого процесса с помощью средств массовой информации, в интернете какие-то сообщения. А ваше личное мнение по поводу того, что происходит в Хамовническом суде? Это безобразие, просто безобразие. И конкретно и суд, и я вообще возмущен, конечно, и Данилкиным, как он как бы ведет процесс. Я считаю, что неправильно. Вот. Хотя вот сегодня вроде бы он
так сказать, нормально останавливал вот эту, так сказать, прокурора, как бы, будем говорить, очень эмоциональную, излишне. Вот. И сегодня вроде, ну так я раньше читал, что он отклоняет такие ходатайства, что как бы они должны были точно удовлетворены. Вот в данном случае там при юдиции вот там решение суда есть уже четко надо приобщить, он отказывает. Почему? Ну непонятно. А что вы думаете по поводу обвинения, предъявленного Михаилу Ходорковскому? Ну, я сейчас сказал, вы слышали. Я поддерживаю полностью господина Геращенко. Чушь собачья. Ну, ни другого не придумаешь. Ну, это прям ужасно. Ну, как можно? Ну, я высказался сейчас уже. Спасибо. Спасибо. До свидания.